желтый с красным. Вот 3 вида. Как раз у меня вот тут 3 колеса свободно. Я их потом облагорожу. Все никак не могу от них избавиться. Все никак не могу ландшафтный дизайн до ума довести. Но это потому, что дом до сих пор до ума не доведен. И куча построек, которые хочется возвести, еще тоже не возведено. Поэтому я вечно, не знаю, что мне делать с ландшафтным дизайном. Тыкаю, что-то туда посажу. Так, ну ладно. Просто хочется, чтобы было красиво. Значит, сейчас мы будем их высаживать. Ой, поддерживать мы их будем потом, когда они вырастут, малиновыми ветками. Самый идеальный вариант. И красиво, и незаметно. И красиво в том плане, что если даже заметно, красиво. Вот. И устойчиво с малиновыми ветками ничего не делается. Они тоненькие и красиво стоят. Вот. Я даже думала в этом году из них изгородь сделать. Ну, в качестве ландшафтного дизайна. Ну, посмотрим. Вот. Видите, это вот из светофора, то, что я за копейки покупала. Они тут по-разному проросли, скажем так. Этот вот, видимо, мертвый. Не, ну я его, конечно, посажу, но вот, надеюсь, детеныши дадут, детеныши будут лучше. Ну все, поехали, да, ребят? Я же ее приносила. Так. Поливаем отдельно. Тут прямо не жалко. Второе колесико делаем. Хорошо, когда погода без ветра, не жарко. Я люблю летом утром работать. Тихо-тихо. Птички поют. Ой, ничего не напрягает. Мысли еще пока ясные. Дневными проблемами не загаженные. Ой. Вон. Всегда что-нибудь где-нибудь шкодит. Глаз да глаз за ним надо. Ой. Ребенок ребенком вообще. Забыла уже, какой хуч у меня был. Царствие ему небесное. 8 лет прошло, забыла, какой хуч. Ну там, господи, не до хуча было. Мы тогда дом строили 8 лет назад как раз. Ой. Вот в котором сейчас живем. И что-то... Ой, я так активно в стройку была, начинаю здоровье-то еще не такое было ужасное. Уже как бы, ну, плохо было, но еще терпимо. Так я там и лаги обрабатывала, и, в общем, помогала мужикам, как могла. Ну и вообще, и на мне и огород, и люли было сколько? 2 года всего. Люля маленькая, и накормить всех надо. В общем, хоть у нас сам по себе рос маленький. Мы его в мае как раз взяли, 2015-го. 2 месяца ему было. И он вот, по сути, целыми днями носился, а через месяц он, получается, заболел. Неизвестная болезнь он подцепил, не знаю, то ли клещ его долбанул, то ли энтерит. Мы 2-ю прививку не успели поставить ему. Это наша вина, конечно. А он вышел тогда, помню, из-за ворот и хватанул этого коровьего говна. То ли энтерит он подхватил, то ли клещ его укусил. В общем, не знаю, что было с собакой, но он чуть не сдох. Я его выхаживала. Ой, ветеринаров тогда не было у нас еще в поселке. Вот так вот, чтобы как сейчас есть платная клиника. Тогда не было. Ой, вести его, конечно, было никуда невозможно. У него изо всех щелей текло, из попы текло, изо рта текло, из пасти. В общем, все очень жутко воняло. К этому добавился
открылись этот диадема-декоз, развалилась вся шея до мяса, к этому, представляете, ко всему добавилось. В общем, я пошла в аптеку, накупила лекарств, что называется, на свой страх и риск по старой памяти, да, то, что в интернете всякие там эти нашла. Ой, кто они? Исследования, ну, в общем, там. Ну, бывает, что это, я как бы вот так вот, что форумы, конечно, это, читать читаю, но если лечить там, то про лекарства, про вот это все я читаю, там есть прям целая научная работа, можно найти, можно почитать, если есть желание, называется. Вот, и я тогда, в общем, короче говоря, набрала лекарств по 6 подходов, клизмы, уколы, бульон варила из клизмы в рот, в попу ему даже бульон заливала, глюкозу заливала, витамины, антибиотики, в общем, по 6 подходов в день. К вечеру уже сама плакала просто от бессилия, что я все это делаю, и улучшений нет, он лежит, тупо умирает, ну, представьте, маленький. Вот, и все, и, в общем, вот, а потом села, говорю, в общем, так, месяц, не месяц, да, 2 недели прошло, 2 недели вот этого прошло, ада, села вечером и говорю, если завтра не встанет, мы его усыпим. Утром сижу, кофе пью на улице, лето же было. Представляете, а он из-за дома, из своей, где он там сидел, у меня выходит, качает его бедного, кожа до кости, обрубком виляет. Я говорю, боже мой, сейчас рассказываю, слезы наворачиваются. Я говорю, боже мой, о, Господи, сорвалась сразу, поехала на рынок, купила говядины, вырезки мелкими кусочками нарезала. Давай его кормить, он стал есть. В общем, вытащила собаку с того света. Ну вот этот демодекоз убил все равно мою собаку. Постоянные лекарства, лекарства, лекарства. Конечно, на этой почве у него развилась сердечная недостаточность, почечная недостаточность. И вот 4 декабря он умер. Мало, конечно, что это 7,5 лет собака прожила. Ой, простите. Вот так вот на дно укладываем и немножко пальчиками придавливаем. Сразу укладываете таким образом, чтобы было понимание, как они будут смотреться, когда они вырастут, чтобы была возможность подпереть палочками их, потому что гладиолусы, конечно, они будут заваливаться. Сейчас я все уложу и покажу вам. Так. Ну вот, видите, как мы их посадили. Вот таким образом. Сейчас мы будем присыпать. И все. И готово. Вода не ушла еще. Так. Так, ну что, вот такая красота у нас с вами получилась. Масса дел в огороде. Ой. Поливашки. Надо устроить поливашки. А я уже устала, представляете? Еще ничего не сделала, а уже устала. Уже задыхаюсь все. Прямо устала. Так, ну что, друзья мои. Села камера. Не показала я вам процесс поливки. Но я думаю, что вы немного потеряли. Но я полила все. Бедные мои руки. То ли еще будет, еще только все начинается. Докладываю, в колесах кабачки не взошли, а зелень моя, ну это батун,
Так, зелень моя, редиска начинает сходить. Видите, ее прореживать надо, поленилась я. Вот пока все. Так, я сказала сядь и ждать. Сядь, сядь, сидеть, ждать. Молодец, сидеть. Вот, что чеснок мой приказал долго жить, наверное. Но я не унываю. Я опять его програбила и еще полила. Может, жалится. Так, ну морковка, конечно, рано. Даже не обсуждается. Здесь у меня... Ты опять пришел? Лук. Вон там я на зелень, помните, домашний садила? Ну, а, естественно, не кориандр, то есть ни петрушка, ни кинза, еще и в помине. Это очень долго всходит всегда. Поэтому я рано сажу. Вот, это долго. Вот, ну вот, друзья, смотрите, открыла я кабачки. Пленку подняла, вот под пленкой мама мне говорит: Оливия, ты что так рано посадила? А это, ну кабачки, да, они боятся морозов, страшная сила вообще, как они их боятся. Вот, ну я вот сажу под пленку, дело в том, что у меня 2 собаки. Я беру уток, поэтому мне это надо как можно раньше. Поэтому я, ладно, думаю, лишний раз рискую. И вот, значит, они взошли под пленкой. Причем так интересно, тот ряд, второй, смотрите, почти не взошел, а этот при равных условиях, да? Одни и те же семена, одна и та же пленка, одинаково укрыта. Что надо? Видели как? Вот как так, да? Ну вот, короче говоря, есть те, которые подмерзли, видите, но мне кажется, они выживут. Они все равно выживут. Но морозов вроде больше не ожидается, поэтому вот. Но если в колесах все хорошо, не придется докупать, то оно даже если что-то и не взойдет, да и ладно, хватит нам. Я на тыкву очень сильно рассчитываю, на ту. Вот для животных это все очень-очень-очень важно. Вот это все. У меня даже кукуруза взошла, представляете? А я думала, ее холода долбанули. Нет, она, вот она, представляете, молодец. Какая. Завтра я малину доделаю. Вот. И будет у меня небольшой перерыв. До капусты будет перерыв. Здесь вот капусту хочу посадить. Капусту. Там перцы, помидоры. Все, что будут потом на базаре по дешевке по 10 рублей отдавать. У нас так и делают. Сейчас они дерут суммы. Я поле всегда держу. Вот. Они начинают потом сбывать по 10 рублей и петунью, и кабачки, и перцы, и томаты. Все начинают сбывать. Лишь бы, ну, не выкидывать, что называется. Я жду всегда, когда это все дело у них начинается. Поле у меня стоит. Я всегда по принципу так, нет. Будет и хорошо. И если мне повезет, и кто-то начинает скидывать цены по самой не хочу, отдавать за даром, что называется, я все забираю у всех и высаживаю. И потом, что растет, то растет. Вот. Почему я так делаю? Потому что помидоры мы очень любим, мы все съедаем их. И на зиму я заготавливаю, я уже говорила, я даже томатную пасту зимой не покупаю. Вот. Капусту, это все едят у меня всегда утки, куры. Вот, ну собакам нельзя, понятное дело. Вот, часть капусты квашу, часть капусты свежей замораживаю в морозильной камере. Не очень она мне нравится, но иногда, знаете, когда под рукой ничего нет, и в район, чтобы не ехать из-за какой-то капусты, что называется, я ее достаю и там либо суп, либо с кислой мешаю и тушеную делаю. Вот, потом что? Ой, морковка у нас всегда очень сильно уходит. Свеклы я не посадила. Не могу найти семена. Где-то лежат семена, куда-то засунула, не могу найти семена. Где-то у меня семена свеклы еще лежат. И где-то еще брокколи лежат семена. Куда засунула, непонятно. В общем, вот так, друзья мои. Такой сегодня день у меня. Ой. Теплица не вся умерла, конечно, слава богу. Что-то жить осталось. И то хорошо. Подожду еще и на следующей неделе высажу там то, что у меня я покупала еще дополнительно. Ну, вот это рассажу. В общем, тоже будем смотреть, что выживет, что не выживет. Вот, жалко, конечно.
все это, знаете, еще почему жалко, кроме денег? Потому что покупаю разнобой всегда, микс и перцев, и помидоров. И ухаживаю, и у меня почти все всегда вырастает. И мы так любим, то есть у нас разные всегда помидоры, мы выбираем там повкуснее, не повкуснее, что на салат, что на зиму. И так прикольно, когда вот не один сорт ты растишь, да, и, собственно говоря, им ограничиваешься, а когда у тебя несколько сортов, и ты, а сегодня такую съем, а сейчас вот я шоколадную сорву, а тут вот мне захотелось черри, я набрала, что называется, там на салат. В общем, люблю я так. Ну вот малина осталась. Малину завтра сделаю. Вот. И будет перерыв в огородных делах. Чуть-чуть Виктория у нас... ну, не Виктория. Виктория это советский... этот, кто он? Советское такое. Но мы сибиряки называем Виктория. Был у нас в советские времена сорт Виктории, когда она пошла. Клубники сорт был, он так и назывался Виктория. И вот мы сибиряки, уж не знаю где как... Еще, но вот в Сибири привыкли клубнику, вот эту домашнюю, так и называть Виктория. Поэтому мы так ее зовем. Ну, это клубника, конечно, плюс разных сортов, разумеется. Болгай мух ловит, смотрите, смешной такой, дитё малое. Вот. И вот она сейчас немножко окрепнет, поднимется после зимы. Мы ее мульчируем опилками. А здесь надо купить, засеять ну, какой-нибудь либо овес, либо горчицу посеять. Пусть она стоит, эта грядка, до осени. А осенью будем усы в нее садить. Сколько, опять же, получится. Но покупать не буду. Нет, не буду. Здесь только даром, что называется, по 10, по 20 рублей. Вот, такие дела. Болгай, пойдем на речку сходим? Пойдем, сынок, пойдем. Пойдем, мое солнышко, пойдем, мой ненаглядыш, пойдем, мой капо маленький мой хороший собак, мой хороший, мой любимый. Сегодня тебя я не возьму, у тебя течка, и ты непослушная, ты не слушаешься, ты убегаешь, и людей облаиваешь, поэтому сиди там. Вот. Вредная собака, Сонька, конечно, вообще очень вредная собачина, непослушная вообще. Ну что, пойдем, сын?